Привет, друзья, с вами мистер Амирчик. Как я и обещал, мы пойдем на урок по скульптуре в арт-студию Фредди Грант. Посмотрите скорее, а то мы уже опаздываем. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема у нас сегодня жирафы. И вас я первым делом пошлю смотреть видосики. Но мы смотрим их не просто так, а со смыслом. Прям вот в себя впитываем пластику, пропорции, повадки. Потому что, чтобы скульптура получилась по-настоящему интересной, надо сделать не просто жирафа, да, статичную, а что-нибудь там закрутить такое. Можно в мелочах. Вот, например, у нас, да, дети наши изучали лемуров. И вот они, когда делали, это их совершенно фантазии. Вот здесь вот лемур что делает, если приглядеться? Что? Банан. Кушает банан. А здесь... Но они тоже там что-то едят, я даже не помню уже. Вот, но они все, но они перед этим реально, прежде чем мы лепили лемуров с Амиркой, мы еще о них рисовали, то есть они смотрели фильмы про лемуров целый день. Чем глубже мы погружаемся, да, вот в тему, тем интереснее получится потом пластика. Эта пленка, ее можно надорвать в одном месте. Можно попробовать цельным. Вот у меня в данном случае Амирка не так, как обычно мы делаем, да, ноги, а сейчас мы делаем цельный кусок, который мы еще поставим. Да, тут у нас будет площадочка, вот такая вот. Вот, это у нас туловище. А дальше из этого туловища, на самом деле, жирафа лепить безумно просто. Вот так вот. Хоп, и у нас пошла расти шея. Все. Похоже на жирафа, правда? Не хватает только головы. Здесь вот дальше я уже разделяю ноги ему. И заодно создам вот это ощущение изящества, как у пеликана. Ощущаться как единое целое. Вот. Амирка молодец. Максик, смотри повнимательнее, что я делаю. Смотри, когда мы работаем глиной, есть один общий секрет. Вот ты работаешь кончиками пальцев, а скульпторы работают по-другому. Он работает ладошкой. Вот у нас ладошечка. И тогда получится, вот смотри. Амирка, подожди. Не-не-не. О, тебе достался еще, ты вообще молодечек. Амир, тебе достался самый такой кусок с твердой глины, а ты вот с ним так хорошо себя повел. Видишь, теперь в конце, когда ты уже делаешь детали, смотришь со стороны, похож на жирафа, в чем похож, в чем нет. И в этот момент можно вот так вот подтягивать глину. Да? Видишь, большой палец так вот работает. Попробуешь? Я взял кусочек, долепил, но если я его качественно не перемну, то он у меня потом при обжиге отвалится. Поэтому я обязательно... Ну а дальше уже смотрим. Ноги реально у жирафа огромные, поэтому не бойтесь делать его выше. А потом при необходимости, Амир, да, вот уже мы посмотрим сейчас еще раз. Был такой великий скульптор Микеланджело. У него было любимое такое выражение. Знаете, как он определял хорошую скульптуру? У него было очень простое определение. Хорошая скульптура – это та, которую, если скинуть с горы, то у нее ничего не отвалится. Так вот, устойчивость для вас – вот это главное. А дальше, вот смотри, вот тебе надо шею подлиннее, ты, в принципе, можешь взять это из туловища.
Вот, да? То есть ты управляешь глиной. Если ты с ней подружишься, и видишь, я просто ее обнимаю. Нельзя лепить, как из пластилина, из нескольких кусочков. Для скульптуры это недопустимо. Профессиональные керамисты иногда знают, как правильно соединить два кусочка, но мы это даже не будем об этом разговаривать. Потому что важно понять правильно. А на самом деле это единый кусок. И то же самое с задними ногами. Да, потихонечку, чуть-чуть, можно так. Вот глина у нас хорошая, мягкая. Вот, собственно говоря, наш жираф. Он готов. Естественно, я его ломаю, потому что мне важно, чтобы ты своего жирафа сделал сам. Хорошо? Вот я до состояния вот такого кубика, я его ломаю. Если не получится еще раз, я еще раз подойду, объясню. Да? Дорогие друзья, когда-то я был ребенком, и в первом классе, это было в сентябре месяце, я совершенно случайно шел с отцом записываться на теннис, но на теннис меня не взяли. Ну, видимо, как-то я не прошел тесты. Вот. И я такой расстроенный иду, и мы видим вывеску «Дворец пионеров». Заходим в этот Дворец пионеров, и я попадаю в студию скульптуры. Вот. И с этого, собственно говоря, началась моя жизнь в искусстве. Я там так и остался, и было время, даже когда мечтал быть скульптором, мечтал профессионально этому учиться, но не сложилось. Потом, собственно говоря, уже и в жизни у нас, ведь у художников скульптура является обязательным предметом, поэтому, конечно, мы занимались скульптурой и в художественной школе уже позже, и в институте. Вот. И я, как профессиональный художник, знаю, насколько ценно, насколько это важно, когда человек умеет не просто нарисовать, а понимает, как идет пластика формы. И поэтому, хотя я вот сам в первую очередь художник, но вот решил, что занятие скульптурой – это такая очень важная часть нашего процесса. Вот, и мы здесь, в пространстве Фрейзи Грант, раз в неделю стараемся и лепим, в основном лепим животных. Вот, что еще сказать? Основная, так скажем, фишка наших занятий, она идет еще из моей первой скульптурной студии. Ее вели ученики, был такой советский анималист, знаменитый Ватагин. Вот, вели его ученики. Вот, и основная фишка вот наших занятий – это внимательное изучение, ну вот в данном случае тех животных или литературных персонажей, да, которых мы лепим. Мы их прям смотрим. Сейчас, слава богу, есть возможность просто включить компьютер. Когда я учился, это было все гораздо сложнее. Надо было искать какие-то картинки, какие-то вырезки. Вот. Сейчас мы включаем компьютер, смотрим видео про животных, смотрим рисунки и скульптуры других мастеров, изучаем их повадки, иногда читаем про них какие-то стихи, песенки. Вот. И только потом приступаем к работе, и в процессе работы тоже постоянно обращаемся к изучению натуры. И я, опять же таки, очень горжусь, что в результате, хотя я не очень сильно вмешиваюсь в творческий процесс без необходимости, работы получаются и точными, и живыми, и, главное, абсолютно разными у всех. Но, как, собственно говоря, видно и сейчас, это разные жирафы, разные позы, разные особенности подчеркнуты. Ну, вот как-то так. И тебе надо как-то подумать, как, может быть, изгиб сделать, да, чтобы по массам ее уравновесить. Ага, Мирка. Здорово. И у нас уже пришло время. Сейчас, если не посмотришь внимательно, хорошо, без моей помощи не получится. А самое ценное, это если сам разберешься. Хорошо? А Мирка, стоп, рано вырисовываешь. Давай-ка разберемся пока с пластикой. Это в самом конце, ладно? Позволь.
разберись, какое пузико, какие мышцы. Ну вот я сейчас попробую тебя слепить, например. Вот, во-первых, помнишь, я говорил, что жираф похож на большую скалу. Да, вот так вот. Вот она, под углом. Этим он отличается от животных. Во-вторых, как у него идут мышцы, да? Помнишь, мы здесь иногда берем вот так вот и прилепливаем, чтобы сделать что-то потолще. Вот можно, например, взять, сделать, а где-то и потоньше. Можно уже потихонечку где-то сделать дырочку, чтобы создать ощущение, как будто это деревья, да, чтобы вот создать ощущение изящности, но при этом не сломать. И нам заодно будет проще сделать пузико жираф. Хоп. И вот так тоже художники делают. Когда лишнее, они убирают глину, потом... Помнишь, мы говорили тут про позвоночник, вот, например, да? И вот тебе вот эти вещи надо... Заметил одну, сделал, потом опять подошел и посмотрел. Хорошо, повнимательнее. Разберитесь сначала с туловищем. Еще как идут, вот, например, вот такая штука, как грудь спереди. Смотри. Я все сломаю свое потом, потому что ты сам будешь делать. Макс, очень здорово. Молодец, прям класс. И ты, вот если чувствуешь, что он уже начинает у тебя падать, вот вниз, Он прям ну, значит, тебе шею надо, смотри, берешь, почему я говорил, и заново ее начинаешь выстраивать. Ты же не обязан ее держать. Ты не только вытягивать можешь, ты можешь и втягивать, в чем прелесть. Но при этом глина нас вот учит работать последовательно. Мы сначала делаем правильно основное, да, вот в том числе по пластике масс, и потом детали. Если мы раньше времени делаем детали, а потом нам надо поправить основное, тут у него вот эти мышцы, которые помогают жирафу жевать. Поэтому тут всегда у всех животных травоядных у них такие щечки образуются. Дорогие друзья, ну вот когда мы слепили скульптуру, она у нас сохнет, причем сохнет достаточно долгое время, чтобы оттуда ушла равномерно вся влага. Вот, потом скульптура попадает в печь, и при температуре, ну, где-то около 1000 градусов там находится. В печке температура поднимается тоже медленно, чтобы все равномерно прогрелось. Вот. И эта скульптура, она уже не боится воды. Вот, собственно говоря, ее можно мыть, купать, поставить в сад, и она становится прочной, даже если слышно там такой звук звенящий. Вот. Ну а потом, кстати, это мы делаем не всегда, это отдельное как бы занятие, отдельная история. Потом мы делаем еще глазурную роспись, это отдельная тема, скульптуру можно как расписывать, да, красками, так и не расписывать. Вот. Но мы их покрываем глазурью, это специальные краски, вот у меня еще пока европейские запасы, они хороши тем, что краски остаются яркими, и они очень хорошо сочетаются друг с другом. Потому что в противном случае, если краски разные, это нужно быть очень хорошим профессионалом и знать, как они работают. Вот у нас нашими красками можно работать с детьми, потому что они смешиваются фактически как обычная краска. На самом деле это такой стеклянный порошок, который размешивается с водой и наносится. Тут есть только одна сложность, что краска, когда мы ее берем из баночки жидкая, она совсем другого цвета, чем будет в результате после обжига. Вот, поэтому мы используем такую специальную табличку с номерами и подглядываем туда, какой-то цвет будет в конце. Вот, потом наши скульптуры попадают в печку, и здесь еще сложнее. Нужно прям очень точно соблюсти температуру для того, чтобы вот наши скульптуры получились прям яркими и красивыми. Давайте я расскажу еще про темы, которые мы делали, кого мы только не лепили. Вот здесь у нас это были драконы всякие разные. Это мы лепили котов. Такая тут кошечка.
Это мы лепили волшебный дом-подсвечник. Туда внутрь можно ставить свечу, и он будет светиться в темноте. Это у нас была тема бюст, и так получилось, что вот, хотя тема была просто бюст, это, ну, такая скульптура человека, где лепится плечи и лицо. Вот, но бюсты у нас получились совсем разные. Ребята проявили такую творческую инициативу. Тут вот и женский портрет, совершенно удивительный, и портрет солдата, и даже не солдата, генерала. Вот, тоже такая работа очень, гордость. Вот. Еще мы лепили и лягушек, и носорогов, вот их тут много, всяких разных тоже изучали. Пеликанов, Карлсонов, да. Лемуров. Вот это Амиркин лемур, инвалид. У него не сделали правильную поддержку, он потерял ногу. Ну ничего, на таких вещах мы тоже учимся. Слонов. Ну вот дальше опять носороги, дальше уже идут повторы. Можно только вот смотреть, потому что даже когда вот мы лепили Карлсона, кто-то вот так его положил замечательно. Он там лежал на аквариуме, кто-то из моих учеников сделал. Ну вот так вот. Но так как тем еще много интересных, еще будем много чего изучать. Пластики нам надо только будет... Так, вот здесь вот немножко добавить. И красиво. Да. Ну, в принципе, значит, чтобы точнее сделать, надо набрать прям лежащий жираф, хватило. И потом вот уже из этого месива, единого, цельного, да, то есть даже если он лежит, у него будет вот скорее вот так вот идти. Да, но надо понимать, что вот так же, вот этому же служит, да, то есть он на бок упал. Ага, здесь все отлично у Амирки. Голову, да, думаешь? Максик, а ты что смотришь? Жираф вид сзади. Да. Давай, Макс, дай себе сейчас сяду за пульт управления. Вот так вот можно рисовать вот такими, да, вот представим. Могу даже чуть-чуть в одном месте. Так понравилось, как я делала. Ну, так не делают скульпторы по одной простой причине. Это все точно отвалится. Чуть-чуть. А тут чуть-чуть опустить. Вот там вот такой вот. Это его характерная особенность. Родился, он уже весит больше, чем ты. Ты посмотри. Я говорю, может же, когда захочет. 2, 3, 4 копыта коротенькое, да? То есть тутонки. Вот. Ну и, соответственно, вот эти тоже, да? То есть, чтобы не было... Да, кстати, класс. Кстати, да, в принципе, да, можно рисовать. Будешь факторить? Да, давай. А главное, что он это сделал уже сам. Вот вы сами свидетели. Вот у нас плод нашей работы. Я же когда чувствую, что не нужно, я не подхожу. И это моя самая большая гордость как учителя. Не когда я вмешиваюсь, а когда я не вмешиваюсь. Ты делай их разного размера. У жирафа какие-то квадратики, они побольше, какие-то поменьше. Они где-то маленькие, а где-то большие. Хорошо.
так здорово, что увлекся. Ты че... Да, но это я просто заложил запас, потому что иногда же больше куска тебе берут, идет. Вот здесь вот хорошая морда тоже. Вот. У него очень такая, у него похоже на антилопу, такие веки вкусные. Глаза такие карие. Рот, посмотрите, вот какое выражение у рта и цивилизации. Ну, по всем, по которым остались какие-то исторические сведения. Тут же много кто был, не по всем есть. Даже язык еще до сих пор носит этот отпечаток. А если вот поехать, например, в тот же сюда, чтобы он у тебя ни в коем случае не упал. Я закончил. Спасибо за занятия. Пожалуйста, Амирка, до новых встреч. До свидания. Ну вот и закончили мы занятия. Напишите в комментариях, понравился ли вам урок. Мы идем домой. Всем пока, до новых встреч. Не забывайте про подписку и лайки.